Мне стало интересно, вот те политики, европейские политики и общественные деятели, которые поддерживали не просто Майдан, а поддерживали тогдашнюю оппозицию, которая стала в итоге властью. Мне стало интересно, что они думают сейчас. Мы решили их по одному искать, находить и интересоваться их мнением о том, что сейчас происходит, как они считают, войдет ли Украина в Евросоюз, как они тогда утверждали, или уже, может быть, не войдет. А если не войдет, то почему? Наш выбор пал на Ребекку Хармс. Про Ребекку Хармс я говорил когда-то очень-очень давно еще. Юлия Владимировна Тимошенко сидела, и Ребекка Хармс выступала ее защитником. Українців, з нами відомий німецький політик Ребекка Хармс. Просимо до вітального слова. Да, пани Ребекка была на Майдане, она говорила с трибуны о том, что вот эти вот движения, которые происходят в Украине, они изменят не только Евросоюз, не только Европу, но и весь мир. Kontinent, auf diesem europäischen Kontinent noch einmal verändern wird. Вже давно зрозуміло, що те, що відбувається зараз на Майдані, те, що зараз за те, що ви стоїте зараз, що це буде мати наслідки для всього європейського континенту, не лише для Союзу, і для всього людства. Ребекка Хармс приезжала в Украину, неоднократно приезжала, и она рассказывала, что когда она увидела нынешний парламент, она просто была в восхищении. Я сьогодні прибула до парламенту України, і я вражена духом, який тут панує. Я вражена тою новою інституцією, яка бере на себе відповідальність і працює. А уж как радостно встречали фрау Ребекку украинцы. И вот нащадки, потомки казаков и упівських вояків встречают Ребекку. Кому бы не понравилась такая встреча? Ну и немного песни. Мы встретились с фрау Ребеккой и смогли ей задать несколько вопросов. Что должна делать Украина, чтобы политически или экономически быть в состоянии войти в ЕС? Госпожа Ребекка ошиблась. Она сначала сказала, что у Украины есть ассоциация, но она извинилась. Nee, Entschuldigung, muss ich nochmal anders sagen. Ich glaube, dass es für die Ukraine sehr wichtig ist, dass das Assoziierungsabkommen. Я думаю, что для Украины очень важно, чтобы ассоциация вступила в силу, и чтобы не было сомнений, что ЕС хочет это соглашение. Украина уже сейчас делает много реформ, экономические реформы, социально-политические реформы, которые невероятно важны, и которые отчасти запускаются договором об ассоциации. Assoziierungsabkommen in Gang gesetzt werden und die wirkliche in Kraft. Реальное введение в действие договора об ассоциации с европейской стороны будет гарантией, что мы эту страну не оставим одну, что эта страна делает очень сложные реформы и одновременно приняла вызов войны на востоке собственной страны. Des eigenen Landes herausgefordert ist, dass wir dieses Land damit nicht alleine lassen. Может ли сегодняшняя власть справиться с этим? Имеют место быть упреки в коррупции украинской власти. Я думаю, что изменения, которые в Украине возможны, не могут быть выполнены одной властью или даже одним поколением. Это все требует времени. Такие трудные процессы изменений нуждаются, с одной стороны, в настоящей последовательности в обществе, в политике, в экономике и в индустрии. Но с другой стороны, им нужно терпение. Европейские партнеры не имеют права медлить в этом тяжелом процессе. Aber die brauchen auf der anderen Seite eben auch Geduld. Und auch die europäischen Partner dürfen nicht immer wieder als zaudernd erscheinen. Я, например, считаю, что это очень важно, чтобы наконец вступил в силу безвизовый режим.
Чтобы это было сигналом, чтобы украинцы, которые сейчас на самом деле проходят через очень трудные изменения, все становится дороже, энергия, квартплата, непонятно, где можно найти работу. И вот в таких фазах должны европейцы быть надежными и показать, что да, мы хотим с вами что-то делать. У нас общее будущее. Это может сигнализировать отменой визового режима. Приблизительно через сколько лет, по вашему мнению, может Украина быть в ЕС? Я вообще не могу в данный момент говорить, что ЕС сможет принять новых членов в свой состав. Мы видим сейчас, что на примере договора об ассоциации показывают свою пригодность для Украины, но на примере с Турцией, с которой мы вели переговоры, все абсолютно обстоит иначе, все под вопросом. Also der Weg des Assoziierungsabkommens ist auf jeden Fall der richtige. Die politische Entscheidung, sich an Дорога ассоциации, безусловно, правильная. Политическое решение ориентироваться политической, демократической, социальной моделью Европейского Союза – это правильно. Но даже ЕС, которая сейчас находится в состоянии нахождения своего «я», нуждается в Украине, чтобы узнать саму себя. Последний вопрос. На вопрос о Владимире Жемчугове. Вы были в Украине, в Восточной Украине, 8.11.2016 и призывали собирать пожертвования на вашем сайте, на Facebook для лечения украинского гражданина в Германии. Много говорилось, что он обычный гражданин, и по некоторой информации он вообще был у своей матери на Донбассе, где в это время его и задержали. Однако 22 января Владимир Жемчугов был награжден Петром Порошенко орденом «Золотая звезда» и стал Героем Украины. Тогда Порошенко сказал следующее: как активный участник движения сопротивления российской оккупации, он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами Владимир Павлович принял решение взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения. Насколько вы или Министерство иностранных дел были уверены 8.11.2016, что дело идет именно о мирном гражданине? Ich kann da überhaupt nicht sicher sein, aber ich habe Herrn Zemtschugov persönlich kennengelernt. Ich war im Osten der Ukraine. Я вообще не могу быть уверена. Но я познакомилась с Жемчуговым лично, когда я была в Восточной Украине. В тот день, когда он освободился из плена и мог ехать в Киев. Ukrainern getroffen habe, die noch in Donetsk oder Lugansk in Gefangenschaft sind. Das Schicksal von Wladimir, seine Verletzung. Я встречалась с ним и его женой, как с многими женами военнопленных, которые до сих пор в Донецке и Луганске. Судьба Владимира и его ранения на востоке Украины так брутальны, так ужасны, что я приняла решение, что это правильно помочь ему. Я не судья. Я считаю просто правильным ему помочь, чтобы он смог опять видеть и использовать свои руки. А помогли бы вы другим мирным гражданам с помощью пожертвований и так далее, если речь идет, например, о тяжелых ранениях, в первую очередь о детях? Я поддерживаю не только господина Жемчугова, я всегда разъясняю, где можно пожертвовать, чтобы, например, помочь семьям, которые живут поблизости фронта в Восточной Украине. Там есть много людей, которые проживают там, потому что они не хотят стать беженцами. Уже есть 1,5 миллиона украинцев внутри самой Украины. Многие люди, например, в Марьинке, живут в состоянии повседневных обстрелов. Постоянно разбиваются, например, окна, ломаются потолки, обстреливаются школы. То есть мы должны там постоянно все восстанавливать. Я борюсь, кроме того, за лечение психологически травмированных мирных граждан, также и за лечение солдат, которые из этих военных действий возвращаются домой или получают психологические травмы в ходе этих военных действий. Есть очень много вещей, что нужно делать. Очень многим в Западной Европе, в Германии даже неизвестно, какой ущерб
нанесла эта война по обе стороны фронта. Gar nicht klar, was dieser Krieg in der Gesellschaft der Ukraine, und zwar auf beiden Seiten natürlich der Front, was da für Schäden angerichtet werden. Относительно моего вопроса, хотел бы еще раз уточнить. Знали ли вы о том, что этот человек совершал специальные операции? Или не знали? Also ich weiß immer noch nicht, ob der spezielle Я до сих пор не знаю, принимал ли он участие в специальных операциях. dass Что я знаю, так это то, что в Донецке или Луганске признание о том, что ты за киевское правительство, и уже является преступлением. ist ein Verbrechen ist. Далее, когда Ребекка интересуется, откуда мы узнали информацию о специальных операциях, и обещает, что посмотрит в новостях высказывания Порошенко. А мы ей объясняем, что данная информация есть в украинских СМИ. Danke. Ich muss mir das mal angucken, was der da gesagt hat. Как я уже и говорил, мы решили по одному находить политиков и спрашивать их, этих политиков, которые в свое время поддерживали оппозицию, которая сейчас стала властью, которые поддерживали то, что происходило на Майдане, спрашивать, ну как сейчас? Я отказался от этой мысли. Отказался от этой прекрасной идеи, потому что, я думаю, они будут говорить приблизительно одно и то же. Пока.